Привет! Это канал Sony Create. В этом видео я расскажу, как сшить шорты с оборкой и складками. За основу для моделирования я взяла выкройку брюк. Сначала обвожу ее на бумаге. Опускаю линию талии на 3 см. Отмеряю нужную длину, у меня 45 см. То же самое делаю с другой половиной. Вырезаю. Далее нам надо сделать складки. Для этого по вертикали от выточек полностью разрезаю, а части между ними надрезаю не до конца. Закрепляю части на бумагу скотчем и раздвигаю их на желаемую ширину складки, примерно на 2-3 см. Ввожу все детали, соединяю в одну, обозначаю направление долевой нити и заднюю половину вырезаю. Продолжаю работать с передней. Для бокового кармана делаю скос и мешковину. Для застежки молнии добавляю прямоугольник 6 на 13 см. Для пояса готовлю полоску длиной обхвата талии плюс 6 см на застежку и припуск. Ширина пояса 2 см без учета припуска. Для оборки беру длину в 1,5 раза больше обхвата талии шириной 2,5 см, тоже без припусков. Готовлю мешковину кармана. Врезаю. Ткань складываю вдвое, лицом к лицу. Закрепляю и вырезаю детали с припуском 1,5 см для бельевого шва. В местах для складок делаю засечки. Начинаем сшивать со складок. Сгибаем ткань лицом к лицу, соединяя нужные засечки. Закрепляю защипы на машинке вертикальными и короткими строчками. Далее загибаю складки в нужном направлении к центру или от него. И по верхнему краю закрепляю строчкой. Так делаю со всеми складками на передней и задней половине. Потом сшиваю 2 задние половины по среднему шву. Сначала складываю изнанка к изнанке и пришиваю на 0,5 см. Потом перегибаю, складываю лицом внутрь и прошиваю на 1 см, чтобы срез остался внутри. То же самое делаю на среднем шве переда под застежкой. Левую половину загибаю по линии середины. Молнию прикладываю на продолжение среднего шва к правой половине лицом к лицу. Можно перегнуть молнию и закрепить, а можно завернуть молнию в ткань. Я выбрала второй вариант. Но сначала прошиваем лицо с лицом. Теперь с изнаночной стороны загибаем припуск застежки к шву. Закрепляем булавкой, отгибаем молнию и сгиб загибаем на нее. Таким образом, между молнией и телом будет ткань. Для точности приметываю и убираю все булавки. Прошиваю по лицу, чтобы все закрепить одним швом. Далее левую половину прикладываю ровно к правой. Отгибаем наизнанку. Прикалываю и приметываю припуск к другой половине молнии. Чтобы скрыть срез, подгибаю припуск 2 раза и приметываю. Затем прошиваю на машинке. Таким образом я вшила молнию. Мешковины карманов и пояс я выкроила из хлопчатобумажной ткани. Часть мешковины со скосом прикладываю к скосу основы лицом к лицу. Прошиваю по входу в карман. Отгибаю. Прикладываю вторую часть по срезу кармана. Прошиваю и обрабатываю срез. Прикрепляю мешковину к боковому срезу и поясу. Прошиваю по поясу, чтобы закрепить. Надрезаю ткань кармана, чтобы выпрямить срез. Изнанкой внутрь соединяю переднюю и заднюю детали, прошиваю, выворачиваю.
и снова прошиваю, чтобы получился бельевой шов. Делаю так и с другой стороны. Далее также бельевым швом сшиваю шаговый шов, соединяя строчки средних швов. Переходим к поясу. Срез рюши загибаем дважды. С другой стороны делаем 2 строчки длинными стежками и присбариваем. Соединяем пояс и основу лицом к лицу, срез к срезу. Так как мой пояс состоит из 2 коротких полос, его шов посередине стыкую с задним средним швом. Закалываю по всей талии. Излишек обрежу позже. Прошиваю. Боковой край рюши тоже подгибаю дважды. Прикалываю ее к поясу, лицом к лицу. Начало стыкую с началом основы, а конец с концом. Если нужно, распускаю складки или присбариваю плотней. Пришиваю. Сверху оборки накладываю второй идентичный кусок пояса лицом к изнанке оборки, чтобы оборка была между 2 частями пояса. Прошиваю. Также прошиваю 2 пояса вместе на концах, подогнув припуск. Уголок высекаю. Выворачиваю. Сгибом пояса с изнанки закрываю все припуски, срезы пояса и строчки. И по лицевой стороне прошиваю по нижней части пояса. Низ шорт подравниваю и подгибаю 2 раза. На поясе делаю застежку-крючок. Таким образом можно сшить шорты. Надеюсь, тебе понравился мастер-класс и соответствующий значок загорелся. В описании есть информация по видео и важные ссылки. Подписывайся и включай уведомления, чтобы не пропустить новые мастер-классы.